Давайте примем тот факт, что есть больные люди в этом мире, и, к сожалению, когда наши дети выходят в этот мир, они должны знать о том, что может их подстерегать. Это единственное, что мы можем сделать, да? Мы там контролируем родительский контроль, параллельно эмоциональная связь, параллельно накачивание ребенка информацией, да, что нужно и как нужно. Сейчас я вам просто рассказываю поэтапно, как они это все делают. Значит, ребенка, когда записывают в группы в какие-то, да, у него берут данные. Какие интересы, где ты живешь, как там, твоя какая-то локация. То есть они заполняют анкету. И таким образом начинает создаваться такая себе база. База людей, база детей, с которыми можно работать. Тоже, что я сказала, да, девочки заходят через китов, бабочек, анимешечки, рисуночки и так далее, мальчики через игровые тематики. Поэтому это тоже важно. Значит, в игровых группах у них берут анкеты, они по максимуму рассказывают. Вот вам еще одна такая подсказка. Я своим детям говорю все время, они даже, вот если их спросят адрес, они не скажут адрес, то есть они молчат, как будто бы они адрес не знают, да, но опять же они не говорят адрес, и в этом есть определенный момент. Детям строго-настрого рассказать и проинструктировать, что если ты говоришь адрес, например, вот я как просто рассказываю маленьким детям, вот вы говорите свой адрес, и вам пишут: о, класс, а ты там дома сидишь? Да. А мама, папа ушли? Ты, например, говоришь: да. Ну и, соответственно, могут прийти ограбить, там что-то сделать и так далее. Ну, тут много уровней, скажем так, защиты, у нас вообще все под охраной стоит, но тем не менее это все равно нужно проговаривать с детьми, то есть вот эти вот моменты вы проговариваете. Никогда не рассказывай ничего персонального абсолютно никому. Вот твои персональные адреса, явки, фамилии, пароли, пускай просто подумают, что ты глупый и не знаешь свой адрес, чем ты скажешь свой адрес. То есть вот эти вот моменты важно проговаривать, да, но внутри, конечно, ребенок, если он потерялся, если попал в какую-то ситуацию, естественно, он знает свой адрес, и он сможет и номер телефона родителей сказать и так далее. То есть всегда говорим одно правило: никому не нужно знать твои персональные данные, абсолютно, ни другу, ни подруге, никому. Это твои секретные данные. Считай, что ты секретный агент 007. Все, ни при каких условиях. Дальше, если тебе спрашивают в интернете какие-то данные персональные, обязательно подойди и спроси у родителей. Это уже второй признак того, что ненормально. Первый вы запомнили, да, что если тебе говорят секрет, все, это слово пароль, это триггер. Ты должен подойти и сказать: мам, сказали, что секрет какой-то, да, или там: мам, сказали дать данные какие-то о себе, да, и только вот при проверке родителя ты имеешь право это делать. Идем дальше. Дальше какой происходит этап? Дальше ребенок заходит в какие-то группы, и там где-то, вот знаете, вот подсказочки: о, есть там такая-то группа, заходи туда-то, да, а у кого-то на страничке там подписка в виде там каких-то интересных групп, ребенок заходит, где-то там это все просматривает, его завлекают дальше, в следующую воронку, он переходит в группу, там ему говорят: о, квест, игра, хочешь поиграть? Давай, играем. Ребенок вовлекается в игру. Все дети любят секретики, игру, шифрики, парольчики, всякие так интересные штучечки. Их еще накручивают в этот процесс, и они типа на перегонки, кто круче, кто быстрее, кто пройдет на этот уровень. Естественно, в списке этих людей, которые типа соревнуются, есть еще администраторы. Это взрослые люди-психологи, которые делают вот эту массовку, да, типа вот все бегут, и я бегу, и ты беги, быстрее, а то тебя там сейчас исключат. В принципе, да, когда... Вообще эту книгу и эту вещь написала женщина, то есть журналист, я кратко скажу по поводу первоисточника. Она начала исследовать этот вопрос по поводу этих всех групп, и ее очень сильно осуждали вообще в принципе и журналисты, и государство. На нее там вылилось огромное количество негатива на тему того, что она вообще поднимает эти темы. И она связалась с родителями погибших детей. И эти родители погибших детей, они делали это персональные исследования. То есть они внедрялись в эти группы, они анализировали, что проходили дети, как их туда вовлекают и так далее. То есть, когда дети туда попадают, они говорят, что там реально дети ведутся на это, потому что это интересно, это всякие загадочки, это там всякое зашифрованное, и ребенку реально это все интересно. Дальше что происходит? Ребенок, который туда попадает, он туда погружается. И вы знаете, для любого ребенка, вот даже посмотрите на своих детей, иногда родитель не совсем правильно себя ведет по мнению ребенка. Что-то запрещает, например, есть сладкое, или заставляет идти спать, или заставляет, например, делать уроки, или заставляет делать какую-то деятельность. Куда ни посмотри, на ребенка с момента рождения вы что-то ему иногда делаете не так.
да, то есть ему кажется, что я не должен спать, я сплю, я не должен есть, я ем, я не должен там что-то, ну, есть такое, правильно? То есть вы понимаете, что иногда ваш ребенок чувствует, что вы его не понимаете. И вот когда ребенок максимально уязвим, а это касается вообще всех детей, в любом возрасте, то в этот момент, когда ребенок максимально уязвим, к нему легче всего подойти и сказать: ага, тебя не понимают твои родители, какие плохие родители. И начинается что? Отрезание его от реального пространства. То есть следующий этап накачки идет на тему того, что твои родители тебя не понимают. Твои родители с тобой ни в одной теме. В этом мире тебя никто не понимает, кроме нас. И что дальше происходит? Ребенка втягивают в эти группы, в которых начинается штурм. Сразу подбегает 20-30 человек, которые начинают писать на сленге, да, на молодежном сленге, на том языке, на котором, по сути, говорит ребенок. Как дела? Ну как ты, что? Почему так? Да, тебя не понимают родители, все так плохо, да вообще в этой жизни все плохо. И начинается промывка мозгов. Что ребенок чувствует? Ну мы все люди, да, мы чего хотим? Мы хотим, чтобы нас любили, чтобы нас понимали и чтобы что? Нами интересовались. Все. Все мы эгоисты, и на любого человека это работает, и на вас в том числе. Реально ребенка отрезают от его окружения и начинают накачивать, что твои родители плохие, они тебе все запрещают, и вот снова запретили, а вот снова, да, я понимаю тебя, жизнь ужасная, этот мир вообще не для нас, а вот в интернете есть виртуальный мир, который обалденный, и начинается вот эта промывка, да? То есть, по сути, тут ему дают поддержку, его любят, с ним общаются, все ему пишут, он такой нужный, важный. И вот он не хочет потерять эту коммуникацию, он не хочет потерять это внимание, эту важность. А если еще проблемы с социализацией, которые напрямую связаны с тем, что, например, там ребенок плохо физически, интеллектуально развит, ему сложно адаптироваться, у него неуверенность и так далее. И вот это вот как раз мы с вами в группе от 0 до 6 лет, мы работаем над тем, чтобы дети были развиты нормально, чтобы у них не было вот этих вот моментов занижения самооценки, чтобы они были и физически, и эмоционально, и интеллектуально хорошо развиты. Да? Это все, что мы с вами проходим в рамках проекта «Все дети гении», то, что мы каждый день делаем маленькими шажочками. Так вот, если еще проблемы с социализацией, в школе его не понимают, а у любого ребенка в школе будет этап, когда ему сложно, когда его не понимают, когда с ним не дружат, абсолютно у любого ребенка. Себя вспомните, были этапы, когда хорошо, когда плохо, хорошо, плохо, это подростковый период. И все, ребенок попадает вот в эту штуку. Дальше настраивание, никто тебя не понимает, кроме нас. Дальше продолжается параллельное прохождение всех вот этих игр, да, и ребенка еще сильнее втягивает, он уже сколько этапов прошел, и там вот такое, знаете, постоянно напряжение. Вот если не сделаешь, тебя там выгонят. И чем дальше он проходит по вот этой лестнице, тем сильнее его вовлекают во все эти процессы. Значит, чем выше этапы, тем сильнее ребенку промывают мозги, тем сильнее его вовлекают. И в этих группах же не только говорят, что тебя никто не понимает, кроме нас, и мы тебя так любим, а все такие остальные плохие. Там параллельно поднимаются темы суицида, селф-харма, да, и чем выше этап, тем больше всяких вредных рекомендаций и заданий, которые нужно выполнить. Они там рисуют сначала китов, бабочек, да, и вот мама, у которой погибла эта девочка, она говорит: я так радовалась, что ребенок рисует бабочек и китов, это было так прекрасно, так красиво. Это один из симптомов того, что что-то не так. Если ребенок, например, делает self-harm, он берет и там где-то режет себе там руку, да, или еще что-то. То есть их тоже прокачивают на это дело, и им говорят, что это нормально, да что там твое тело, то есть это такое, ты в этом мире живешь, по сути, этот мир никакой, вот если ты был бы в виртуальном мире, то там бы ты мог что угодно делать. И начинается вот это вот неадекватное, на первый взгляд для меня абсолютно глупая вещь по поводу виртуального мира, что в этом мире ты можешь закончить жизнь и перейти в виртуальный мир. Это какой-то бред на первый взгляд, но ребенка подводят к тому, что есть виртуальный мир, ты можешь в него записаться, но тут тебе нужно спрыгнуть там с какого-то там 15-этажки, и тогда ты сразу перезаписываешься туда. Звучит как бред на самом деле. Дальше идет, ну вот последний, скажем, такой этап, когда уже идет перед какой-то ситуацией, когда ребенка втащили, то есть на все это идет 50 дней. Сейчас кратко скажу почему, сейчас даже зацитирую вам. Есть такой автор Стейс Крамер. Ее книга, которая называется «50 дней до самоубийства».
Значит, о чем речь? Если человек решил покончить жизнь самоубийством, ему дается 50 дней на то, чтобы он подумал, надо это, не надо это, хороша ли жизнь или нехороша, потому что любой человек может быть в каком-то таком состоянии, да, там, депрессивном, но при этом, если он начинает думать, анализировать, он потом понимает, что нет, этого не надо делать. И вот они что делают? Они берут эту книгу за основу, и говорят, вот 50 дней до самоубийства ребенка. И при этом, что самое страшное, что они не уговаривают его уйти от этой идеи, а они запустили отсчет, и они просто ведут уже этого ребенка к этому процессу. Да? То есть они не пытаются его спасти, они конкретно вовлекают его в эти процессы. Вот эти вот несколько дней последних идет что? Штурм, ребенку пишут всю ночь, ему пишут, он отвечает, он не досыпает. Еще есть такая штука «Разбуди меня в 4:20», кто такое слышал в интернете? Ребенка будет в 4:20, они начинают там постить какие-то фотографии, там какие-то темы самоубийства, всякие такие штуки, в общем, какая-то ерунда, но при этом ребенок не спит в 4:20. Что происходит? Человек в недосыпе, он уже сам по себе неадекватен, он не в состоянии адекватно принимать решения. Еще одна штука. Опять же, я немножко говорила вам по поводу того, что это НЛП, там есть элементы нейролингвистического программирования. И когда человек на этой волне, когда его все накачивают, да, то есть вот он постоянно на этой волне, и он себя ведет неадекватно, то есть у него нет адекватного принятия решений, и он вот весь такой в этой теме. Им запрещают не заходить на протяжении 48 часов. То есть если ты не заходил 48 часов, образно говоря, тебя отпускает эта вся ситуация, и тебя уже так не прет, как это было раньше. Поэтому если 48 часов ребенок не отмечался, его автоматически удаляют. И параллельно они все пишут -1, типа этот не справился, и опять же это фишки психологии, это фишки программирования этого. Дальше. Как они называют? Дальше они говорят выпиливаться. Они называют эту штуку выпиливаться. И вот эта вот фраза типа go выпиливаться, это типа готовиться к вот этому процессу. Запускается обратный отчет этих 50 дней, и ребенка 50 дней накачивают на эту всю штуку. У них в группах всякие видео с суицидом, некоторые псевдосуициды. Есть у них там какой-то лидер, который типа он поканчивает жизнь самоубийством, потом он воскресает, потом снова и снова и снова. Говорит, это так прикольно, это так обалденно, вот я там был там-то и потом вернулся обратно. То есть бред, абсолютный бред. Но при этом дети в эту штуку, они включаются, они в это верят.